Ну, план был банальный, транзитом через Полесье. Но солнце в Кобрине потребовало подписать контракт на сутки. Тень от деревьев в старом парке, основанном в 1856 году, оказалась слишком уютной и востребованной. Мы попытались найти канал, но дамба сказала нет. Зато улицы сказали добро пожаловать. Архитектура здесь 19 века, кирпич, тепло. Город впервые упомянут в 1287 году, но сейчас тут важнее не даты, а где лучший свет. Проездом о том о всем фиксируют. Иногда лучший план – это отсутствие плана. Дубль 2. Ночевали. Погрелись, посмотрели на живых людей, послушали город. Кобрин не музей, он работает. Торговали тут всегда и сейчас торгуют. Ну а теперь вечер, машина снова становится комнатой. Первый день в пути и такой ночлег в центре цивилизации – это просто роскошь. Завтра снова болото и трасса, ну а сегодня тишина. Кстати, куда транзитом и почему, уже есть 3 серии у нас на канале этой поездки. Ну а теперь Кобрин. Да, Кобрин, ты был солнечным, но мы закрываем эту страницу. Но это было позже. Ну все, первая остановка у нас Кобрин. Кобрин считают даже маленьким Парижем, потому что однажды сюда приехал парижанин, и ему этот город напомнил его родину. Но до сих пор остается загадкой, почему Кобрин называется именно Кобрин. Пойдем посмотрим, что здесь есть. Ну, досье на город открываем. Тайна имени Кобрин покрыта пылью веков. Версия первая. След князя Кобра или рыбацкой общины. Историки спорят, какой именно след, но версия жива. Версия вторая. Болотные корни. От слова брынья. Грязь или кобрить, прятаться. Местные ландшафты, наверное, намекают на то, что тут вполне могли прятаться. Версия экзотическая. Легенда гласит, что сюда однажды привезли заморскую кобру, змея сбежала и скрылась в кустах. Лингвисты крутят пальцем у виска, вероятность 0, но история красивая. Владельцы земель меняли здесь как перчатки. Князья Гедеминовичи, королева Бонасфорца. Кстати, имя знакомое. Кажется, мы уже на своем канале шептали о нем. Когда-то тут был замок принцессы Бонны. Сейчас это памятное место на берегу реки. Как он выглядел, как раз можно увидеть его на заставке к фильму «На семи ветрах», что было в начале. Местные жители нередко называют место замком Панны Бенны. Это важное место для посещения в этом городе, особенно в хорошую погоду. Официальный основатель князь Владимир Василькович. Ударение на «о», чтобы язык не споткнулся. Супруга Ольга. В центре города им поставили памятник, так что не забудемся. Это хорошо. С 16 века земли Великого княжества Литовского. От древних времен осталась замковая площадь. Сегодня здесь регистрируют союзы, на набережной вешают замочки не военные, а любовные. Островок любви и скульптура задорного боцмана выросла здесь к дожинкам 2009 года. Ну, в общем, все-таки рында не довисела. Кому-то даже обычная жестянка не то кому-то понадобилась. Вон там, кстати, QR-код, можно сделать фотографию. Итак, исторический фон проявился. Главное не забыть в архиве. Но остается вопрос, который не дает покоя. Почему этот город шепчут называть Малой Францией? Разгадка впереди. Тишина в самом центре города, парк имени Суворова. Деревья здесь старше большинства зданий вокруг.
Липы помнят шаги графа Тизенгауза, основателя сада. Было это аж в 1768 году. И это не снег. Это вон оттуда бомбежка идет. Поэтому в парке нужно быть аккуратным. Вот тут. Там еще одна полоса. И, по-моему, еще там. Короче, как-то так. Но главная история не про даты. Ходит легенда – апрель. Лед еще не сошел, а владелец усадьбы уже в пруду. Это в свои 60 с лишним лет. Кобринцы, конечно, были в шоке. Но вода, кажется, помнит это до сих пор. Да. Пруд, конечно, здесь обмелел. Да. Да, морские уже. Сегодня здесь живут лебеди, белки берут угощения с рук. Даже совы иногда выглядывают. Какая настоящая. Правда, нам не попались. А где вторая? Вижу. Вон она. Что ты? Довольна? Да, надо было орешки взять. 70 видов растений, дубы, грабы, ели – все это здесь есть. Бюст работы Рукавичникова смотрит на аллеи с 1950 года. Остров с ротондой, фонтан, купальня – все это дышит покоем. В 2007 году парк официально стал памятником природы республиканского значения. Ну а для себя мы зафиксировали это место, где время течет иначе. И да, хочется остаться здесь чуть дольше, чем планировал. Ведь И мы, как всегда, молодцы. Пришли в этот парк в понедельник. Не, ну все равно. От солнышка можно спрятаться. Прям свежесть. Потому что все под деревьями высокими. Белочек покормить можно. Да, Походить, покататься. то, что белок встретили сразу 3 штуки, это, конечно, да. Вот. Ну и очень понравилось, конечно, что парк, лавочки, вот это вот все в тени. Вот это, конечно, когда на улице пекло, то этот парк, наверное, Палочка-выручалочка. такая, да, классный Кобрин в этом смысле. Но пойдем дальше, посмотрим, что здесь еще интересного. Интересно, так в одном стиле все оформлено. Я думал, это Беларусьбанк, а на самом деле это вон там вот Беларусьбанк стоит. А здесь гостиница. И все это, конечно, хорошо, но без микрофона. Что ты заметила на этой площади интересного и необычного? Князь показывает прямо. Ленин тоже прямо, но в другую сторону. Но он в другую сторону. Как бы это туда, а вот эти в другую сторону. Указывает путь. Ну, как-то так, да? так, исследуя город, на пешеходной улице нас встретил информационный щит. Или мы его встретили. Да, здесь история города, как на ладони. Оформлена интересно, и можно зачитаться. Даже сам себя поймал на такой мысли. А за ним деревянный домик. Конец 18 века. Именно здесь жил Суворов. Не дворец, а уютная усадьба. Внутри вещи, карты, быт. Тишина такая, будто хозяин просто вышел на минуту. Ну, нам туда не удалось попасть. А почему? Правильно.
Так музей понедельник, вторник выходной. Ты бы и завтра не попал в него. И до 5. Красавчики. Мы все время в понедельник. Поэтому ставим еще одну отметку. Познавательное место с характером. А зачем заходить сюда? Одна причина. Атмосфера. Особенно в такой солнечный вечерок. В общем, никуда мы не попали, а там, куда можно было попасть, было закрыто. Да, такие мы молодцы. Таким образом, за первый день мы потратили 0 рублей. Абсолютный 0 рублей денег. На питание и на все остальное. Хотя нет, забыл. Ну, у нас пошли первые траты в этой поездке. Туалет. Да, который находится, в общем, в центре города. Наверное, это правильно. Судя по всему, мы сейчас наблюдаем чемпионат. Играются. Кобринский. Да. Чемпионат, как его? Белок. Чемпионат, да, среди белок. Посреди города. Ладно, они туда побежали на те ряды. Ну, так неплохо, да? Да. Что ты скажешь? Круто. Первым утром в дороге. Это город Кобрин. В общем, осталось нам сейчас что приготовить кофейку попить. И дальше у нас следующие планы на сегодняшний день. Вот такое вот доброе утречко. Вся эта история начинается с королевы Бонны Форции. Она пригласила мастеров венецианских каких-то. Венецианских. Венецианских. Венецианских мастеров, да. Да. Я к чему хочу сказать-то, эта история-то, ладно, мы приложим этот QR-код, можно будет, наверное, почитать. А вот королева Бонна Сфорца, где-то мы ее же встречали уже. Снимали. По-моему, в Рогачеве ее замок был разрушен. Ну, короче, вот как-то так. Отсюда, с улицы Дзержинского, стартуют сотни историй. Когда-то здесь цокали копыта почтовых троек на тракте Брест-Бобруйск. А теперь ревут моторы. Местные говорят, что Кобринский автовокзал один из самых уютных в области. Проверим? Но, хотя нет, мы ж на своих колесах. Нам сюда только за легендами. А легенды, говорят, живут в старом здании почтовой станции неподалеку. Живая легенда и один из сохранившихся элементов старой дорожной инфраструктуры маршрута Москва-Варшава. Этакий придорожный сервис 1840 года с комнатами для приезжающих, с конюшнями, подсобными помещениями и жильем для смотрителя. А нас заинтересовала еще одна история, оказывается, участниками которой мы были прошлой ночью. У этого района, где мы сегодня ночевали, оказывается, он называется «Поле чудес». Но почему, не сразу мы выяснили, несколько человек просто не знают, сказали «Поле чудес» и все. И один дядечка, видимо местный, он рассказал историю. На самом деле все банально просто. Была свалка и болото, и больше ничего не было. Да. И вот все убрали, можно сказать, и построили дома. И даже вот мы сейчас находимся на автовокзале, и его тоже не было, оказывается. Здесь вообще ничего не было. Поэтому раз и поле чудес.
Как-то так. Хотя я читал про еще одну историю. Не знаю, как она связана, вот, но тем не менее она упоминается в некоторых пабликах. Связано с тем, что с ближайшей деревни была участница на известной игре «Поле чудес». Ну и как бы там все дарили подарки, и она подарила подарки. И в числе подарков был, в общем, бутыль самогона. Ну и там что-то вроде бы как во время передачи даже этот ведущий попробовал этот самогон. Ну и, в общем, удивился, кто его делает. А она, в общем, добрая душа взяла все и рассказала, кто где делает, где делает. Ну, в общем, там после этого был такой небольшой шухер. В общем, вот такая вот история. Забавная, незабавная, но была. Поле чудес, долина смерти. Ну и райончики. Вот так Кобрин. В общем, мы рассудили так. Быть в Кобрине и не попробовать кобринского мороженого. Все равно, что не быть в Кобрине. Да. В нашем списке пятерки лучших брендов это имя уже мелькало. Кстати, видео можно посмотреть по ссылке. Но увидеть все своими глазами и попробовать на вкус – это совсем другая история. Это не просто мороженое, это какой-то портал в детство. Вкус настолько честный и сливочный, что кажется, будто мы только сбежали с уроков и прячемся здесь от строгой жизни. Здесь же в фирменной лавке можно закупиться всеми дарами молочного королевства, но главное сокровище мы уже нашли. Поэтому категорически фиксируем. Миссия выполнена, уровень счастья зашкаливает. А путешествие продолжается, ведь после такого десерта силы свернуть горы, ну или хотя бы доехать до следующей точки, прибавилось двое. Что еще не смотрели? Кажется, странно. Да. Немножко. Точно. Окна в квартире такие приплюснутые, а в подвале высокие. Очень странный дом. Да, оказывается, это польский дом. В общем, еще поляками был построен. И магазин здесь, оказывается, был. Там вон табличка висит. Дом и магазин. Ну, конечно, уже прочитать уже с трудом удается, но тем не менее. Вообще, конечно, я получаю эстетическое удовольствие, гуляя по таким стареньким улочкам, дворам. Да. Кобрин. Прикольный городочек для прогулок. Очень атмосферненько. Атмосферненько, да-да-да. Что, крутится, не? Продавец. Мы просто бродили по уютным улочкам Кобрина, наслаждаясь тишиной и считая ворон, как вдруг наш компас сошел с ума, точнее навигатор. Вместо очередной тихой площади перед нами вырос настоящий портал в Карибское море. Нет, мы не улетели на тропический остров, мы просто свернули в переулок и наткнулись на центр Discovery. Ого-го! Здесь все оформлено так, как будто капитан Джек Воробей лично руководил ремонтом. Пиратский стиль повсюду, от входа до самого дальнего угла, но это не просто декорация для фотосессий. Пока юные искатели приключений могут штурмовать многоуровневые лабиринты и нырять в сухие бассейны, взрослые,
тоже найдут себе занятия, скорее всего. И, честно говоря, сложно сказать, кто здесь больше развлечется, дети или взрослые. Категорически заявляем, случайная находка превратилась в полноценную экспедицию. Ну вот и все. Наш двухдневный десант Кобрин завершен. И знаете, иногда самые яркие открытия случаются не за 3-9 земель, а буквально по соседству. Мы жили в машине, готовили на горелке и за 2 дня потратили всего-то 30 белорусских рублей. Да-да, именно 30. На туалет, то самое легендарное мороженое и немного продуктов. И при этом ощущение, что побывали в полноценном отпуске. Но так и осталось висеть в воздухе главное. Главный вопрос, который мы задали в начале. Почему же все-таки называют его маленьким Парижем? Неужели только из-за той самой декоративной башни в парке? Как бы не так. Легенда гласит, что однажды здесь проездом оказался настоящий парижанин. Он огляделся вокруг, тихие ухоженные улицы, особая атмосфера провинциального шарма, зелень парков, и воскликнул, что этот городок до боли напоминает ему родину. С тех пор название прилипло намертво. И знаешь что? Когда гуляешь здесь вечером, ловишь себя на мысли, а ведь француз был прав. Здесь есть тот самый уют, ради которого люди едут в Европу, только без виз и языкового барьера. Кобрин удивил своей спокойной силой. Город, который доказывает, для счастья не нужны толпы туристов. Достаточно честного вкуса, пары интересных находок и хорошего настроения. Мы категорически заявляем и ставим твердую 5 с плюсом за атмосферу. Но дорога не прощает расслабления. Как только мы выехали из этого Парижа в сторону Столина, природа Полесья решила напомнить о своих правилах. Наша следующая ночевка – это уже не уютные бульвары, а берег реки, полчища комаров, которые явно не видели нашего бюджета в 30 рублей и решили взять плату собственной кровью. Но это битва с насекомыми, впрочем, это уже история для других серий про Полесье. Кстати, они у нас есть на канале. А наш маршрут лежит дальше, на восток. Впереди Жлобин, и если в Кобрине мы искали французский шарм в переулках, то там нас ждет романтика автопутешествий, ночевка на обычной ЗС. От маленького Парижа к суровой романтике белорусских заправок. Таков наш путь. Но впечатление от Кобрина мы везем с собой как самый ценный багаж, ведь знать, что рядом с домом есть такое место, это дорогого стоит. День закрыт, эмоции упакованы, двигатель остывает, но мысли уже строят планы на Жлобин. Продолжение следует. Ведь дорога не заканчивается, она просто делает новый поворот.